Здорово, и вот мы снова с вами возвращаемся к теме с отелем. Но если точнее, мы снова будем говорить про 8-й эпизод второго сезона Адского босса. Дело в том, что своим появлением он принес кучу вопросов, и в прошлом видосе я уже пытался разобраться в принципах перемещения между мирами. И там я пришел к выводу, что люди не смогут попасть в ад. Но сегодня я решил разобраться, кем же являются вот эти священники и почему они могут принести большую проблему адским жителям. Также не забывайте писать свои теории, которые у вас возникли при просмотре отеля Хазбин или Адского босса, ведь лучшие из них я публикую в своей телеге. И не забывайте подписываться на мой канал, ведь моя цель это 10 тысяч подписчиков. Начнем с того, что они являются обычными клонами, которых выращивают в капсулах. Нам это четко показали. Если судить по номеру самого маленького из них, то их как минимум насчитывается 2484. И это не хилая такая армия. И с учетом того, что ученые могут производить их бесконечно, если те нападут на ад, то это будет очень большой проблемой. И люди, которые смотрели мой предыдущий ролик, могут спросить, но как же они нападут на ад? Ведь если судить по твоей теории, то люди не могут путешествовать ни в один из миров до своей смерти. Высшие демоны могут создавать портал только в обычный мир. Так же как и низшие небесные создания могут отправляться только на землю. Люди, даже имея портал, не смогут попасть ни в один из миров до своей смерти. А вот уже высшие ангелы могут путешествовать в любой из этих миров. Но тут все очень просто объяснить. Эти священники не являются людьми, они всего лишь копии, подобие человека. Ведь мы четко видим, что даже их одежда не является настоящей, это всего лишь фальшивка, которая копируется вместе с клоном. И так же как с их одеждой, душа в этом человеке будет не настоящая. Ну а тема рая и ада всегда замешана с душой, которая дается человеку при рождении. И исходя из этого, их можно приравнить к обычным роботам, которые созданы из плоти и крови. Ну а как мы уже видели, человеческие технологии спокойно проходят через портал. И я думаю, что в будущих сериях нам обязательно покажут, как люди создадут еще больше клонов и отправят их в ад на сражение с демонами. И я думаю, вы могли задуматься, а как же на это отреагирует Люцифер? Ведь он является королем ада, и он уж точно должен обратить внимание и сделать хоть что-то с тем, что люди открывают порталы в его царство и убивают местных жителей. Но хотелось бы прояснить вам одну вещь. Люциферу абсолютно плевать на жителей ада, и развитием ада и их существ занималась именно его жена Лилит. И именно поэтому он заключил контракт с ангелами на истребление грешников. Ну и тут же вы можете спросить, ну а если люди будут убивать адорожденных демонов? Люцифер же был против того, чтобы ангелы убивали адорожденных. Но людям в свою очередь будет плевать, кем является демон. Грешником или же просто тем, кто родился в аду. Ведь они демоны, а все демоны зло, и они должны умереть. Но даже в таком случае Люцифер не вмешается в эту борьбу. Ведь заключая контракт с истребителями, он поставил условие не трогать тех, кто родились в аду, именно потому, что его дочка является адорожденной. Он делал это не ради тех демонов, которые просто родились в аду и не заслужили кары от ангелов. Ведь ему все равно, что будет с демонами. А в последней серии первого сезона отеля Хазбин он помог с отбитием рейда ангелов не ради демонов, а ради своей дочки, которая хотела защитить отель и верила в идею того, что демоны могут исправиться. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо тебе за просмотр, подписывайся на канал, ведь я иду к цели 10 тысяч подписчиков. Заходи в мою телегу, ставь лайки, пиши комментарии, все такое, а я погнал.